Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем шиповник. Весна уже в самом разгаре, и какие только цветы можно только не увидеть на улице. И мне вот в душу запал шиповник, и решила я его нарисовать в очень нежных тонах. Сегодня будем работать много с зеленым цветом. Итак, приступаем. Для изображения шиповника работаем средней кистью и ярко-красный цвет. Вы можете взять и розовый, у меня просто розового не было в палитре, он кончился, поэтому я работаю красным. Но тем более таким водянистым мы сможем создать такой градиент. Набираем на кисть достаточно влаги, разбавляем красный и на кончик берем активный красный. И начинаем составлять цветки из лепестков. Рисуем цветки в разных ракурсах. Основной мазок кисти – это капля. Мы прижимаем кисть от кончика до пяточки, образуя каплю, и группируем эти капли либо по 2 рядом, либо по 3, в зависимости от объема лепестка, который нам нужно получить. Мы изображаем шиповник с 5 лепестками. Есть много разных разновидностей шиповника. Мы сегодня работаем с одним из них, где по 5 лепестков. Изображаем цветки в разных ракурсах. Какие-то из цветков можно сделать более водянистого красного оттенка. Соответственно, просто разбавляем красный большим количеством жидкости. Как мы работаем с бутонами? Бутоны по тому же принципу, но здесь можно просто оставить отпечатки кончика кисти или, прижав кисть наполовину, сгруппировать их в цветок. Вообще, что бы вы ни изображали, всегда думайте о форме того, что вы изображаете, и какие мазки лучше для этого употребить, и, собственно говоря, так создавайте форму. Можно в розовый, который получился достаточно бледным, ввести красный. Краска еще достаточно влажная, и если вы кончиком кисти будете просто касаться того самого места, где вы хотите сделать цвет более активным, то краска очень хорошо впитается и, естественно, распределится. Итак, рисуем цветки под прежде описанным принципом. А теперь прорисуем несколько веточек. Мы не будем рисовать их много, просто обозначим несколько. Мы будем делать сегодня очень много листвы. Работаем почти самым кончиком кисти, потому что ветки изображены достаточно тонкие. Движение – это линия от точки до точки. Лучше всегда в начале движения фиксировать себя на кончике кисти для уверенной линии. Если мы хотим получить тонкую линию, мы уменьшаем давление на кисть. Если мы хотим получить более толстую линию, то мы увеличиваем давление на кисть. Прорисовав несколько веточек, мы должны обозначить на них шипы, иначе бы это был бы не шиповник. Зафиксировав себя на кончике кисти точкой, мы делаем мазок, резко поднимая кисть. Мазок идет в бок, по направлению в бок. Прорисовываем шипы на всех ветках. Теперь займемся серединкой. Для этого смешаем желтый с белым или оранжевый с белым, потому что, в принципе, сами по себе эти цвета весьма прозрачны, хотя это больше зависит от оттенка. И делаем вот такой двойной мазок. Один сверху, один снизу, прижимая кисть от кончика до пяточки. Обозначим и несколько серединок, у которых лепестки уже опали. Это очень красиво, и, как вы знаете, если посмотреть на природу, то шиповник, он очень достаточно быстро у него опадают лепестки. Теперь у тех самых бывших цветков, где лепестки уже опали, мы, смешав зеленый, травяной зеленый с белым, обозначим вот такие вот у него боковые
цветоложа, ответвление от цветоложа. Для этого фиксируем кончик кисти на точке и затем делаем движение в сторону, почти так же, как шипы, только более длинные и объемные. И займемся листьями. Тем же цветом мы делаем листья. В основном мазок кисти такой. Прижимаем кисть сначала кончиком, в процессе движения прижимаем кисть целиком и к концу движения опять поднимаем кисть. Делаем либо одинарный такой мазок, либо двойной. И так, собственно говоря, вырисовываем листья. Меняйте оттенки зеленого и примешивайте в них белый или добавьте желтый, и в некоторых местах используйте совсем темный зеленый. То есть продумайте, как построить вашу композицию по цвету. В данной композиции я очень много смешивала разных оттенков зеленого с белым, чтобы получить пастельные оттенки. Итак, работаем с серединками, они уже подсохли. Нарисуем белым цветом кружочек, точнее овал в середине цветка. Теперь распушим нашу кисть, она должна быть сухая, иметь немного на себе влаги. И возьмем коричневый и вот так по кругу оставим отпечатки кисти. Вот так вот, обрисовывая серединку цветка своеобразным таким овалом, мы получаем пушистое окончание тычинок, и сразу становится ясно, что это шиповник, а не какой бы то ни было другой цветок. То же самое мы проделываем, смешав оранжевый с белым, но чтобы было больше оранжевого цвета, или можно использовать также и желтый цвет. Повторяем то же самое. Также мы работаем и с серединками уже опавших цветков. Теперь мы прорисуем коричневым оттенком серединку в белой серединке и поставим в центре точку, чтобы еще больше ввести детализацию в цветок. С детализацией мы будем вводить только в серединку цветка, сами лепестки мы трогать не будем. Теперь белым цветом прорисуем тычинки, просто тонкие линии, двигаясь от центра к краю или от края к центру, это в принципе не важно. Делать это весьма хаотично, здесь мы, конечно, детализируем, но не очень сильно. Можно даже быть слегка небрежным. Пока белый цвет на серединках подсыхает, мы с вами сделаем контур на некоторых листках, но выборочно, не на всех. Возьмем какой-нибудь темный оттенок зеленого и выборочно обведем цветки, намечая одну среднюю прожилку тонкой линии, и работаем кончиком кисти. Как вы видите, сегодня мы больше детализируем даже сами листья, чем цветы. Возвращаемся к нашей серединке. Берем оттенок коричневого ближе к темному и делаем то же самое. Проводим тонкие линии, намечая тычинки. Двигаемся от центра к краю или от края к центру. Это, в принципе, не важно. И на этом наша работа с серединками цветов будет закончена. А серединки у опавших цветков таким образом мы не прорабатываем. И последнее, что мы сделаем в этой композиции, это возьмем опять же темный оттенок зеленого, но немного смешав его с белым, и проработаем еще немного некоторые части, которые хотелось бы выделить, например, цветоложа упавших цветков. И на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, чтобы еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе нарисовали.